Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я буду переделывать советского Деда Мороза. И буду его именно переделывать, а не реставрировать. Так как форма у него очень хорошая, а вот первоначальный вид лично мне совершенно не нравится. Возможно, у некоторых из вас еще остались такие дедушки, ну или похожие. А я своего купила за 500 рублей на блошином рынке еще этим летом. В общем, если у вас есть кого переделывать или вам просто интересен сам процесс, то предлагаю приступить к работе. В первую очередь фигурку Деда Мороза необходимо тщательно вымыть и высушить. А дальше мелкой наждачной бумагой пройтись по всей поверхности, не забывая про все углубления и донышко. Протираем дедушку влажной тряпочкой от пыли после шлифовки и переходим к грунтовке. Я использую белый акриловый грунт от Sonnet. Грунт нужен для того, чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью, а также чтобы сделать белую основу для дальнейшего окрашивания. Просто на белой основе все цвета будут чище и ярче. Наносим первый слой грунта и даем полностью высохнуть. Делаем второй слой и снова оставляем на просушку. Теперь нам понадобится акриловый грунт Lefkas. У меня он от фирмы Vista Artista. Этот грунт позволит нам создать рельеф. По консистенции и внешнему виду грунт очень похож на акриловую шпатлевку. Но в отличие от нее грунт обеспечивает прочное сцепление кроющего слоя с подложкой. То есть вы можете заменить Lefkas шпатлевкой, но и есть вероятность того, что шпатлевка может осыпаться. Наносим грунт плоской синтетической кистью, создавая объем. Я использовала его для детализации бороды, усов, волос и меховой отделки шубы и шапки. Волосы и бороду я прорисовывала вертикальными мазками, а меховую отделку я имитировала похлопывающими движениями кисти. Оставляем дедушку на просушку примерно на сутки. И после того, как он высохнет, проходимся по всему созданному объему мелкой наждачной бумагой. Протираем влажной тряпочкой и наносим еще один слой обычного акрилового грунта. Даем ему полностью высохнуть и можно переходить к росписи. Как всегда скажу, что роспись – это дело вкуса. Раскрашивайте в те цвета, которые вам больше нравятся. Я же захотела сделать Деда Мороза в красно-бело-серебряных цветах.
Хоть мне и нравятся синие шубки у дедушек, но не ассоциируются они у меня с настоящим Дедом Морозом. А белые и серебряные наряды делают Деда Мороза каким-то холодным и даже немного надменным. А вот Дедушка Мороз в красной шубе ассоциируется у меня с теплом, добротой и сказкой. Но это мое субъективное мнение, и я его ни в коем случае никому не навязываю. Раскрашиваю я все акриловыми красками в 2 слоя, чтобы получить плотный, насыщенный цвет. Кстати, перечень всех материалов вы найдете в описании под этим видео. Сначала раскрашиваем шубу и шапку в желаемый цвет. Если вы хотите, чтобы цвет стал чуть менее ярким и немного состаренным, добавьте в него капельку коричневой краски. Всегда старайтесь раскрашивать от больших предметов к меньшим. То есть сначала раскрашиваем шубу, а уже после посох. Сначала раскрашиваем лицо, а уже после рисуем глаза. Чтобы затемнить какой-то участок, добавляем к той краске, с которой работаем, капельку коричневого цвета. Белый цвет затемняем светло-серым. Чтобы высветлить какой-то участок, то к используемому цвету добавляем капельку белой краски. Старайтесь не использовать черный цвет при прорисовке контура или тени, так как он всегда будет выглядеть очень резко и контрастно. А давайте предпочтение темно-коричневой краски. Например, если вы будете использовать черный цвет при прорисовке глаз, то будет казаться, что Дед Мороз подкрасил реснички тушью. А вот коричневая краска сделает взгляд глубоким и выразительным.
Чтобы добавить Деду Морозу блеска и глянца, я использовала перламутровые и металлизированные акриловые краски от Wizard. Их я вам показывала в одном из прошлых видео. Для мешка я использовала медный цвет, для меховой отделки белый перламутр, а для рукавиц фиолетовый хамелеон. Так как эти краски не очень укрывистые, то получился приятный, еле заметный блеск. Для украшения Деда Мороза я буду использовать силиконовую ленту со стразами, пластиковую декоративную ленту серебряного цвета целиком и разрезанную на части, стразы и цепь со стразами. Весь этот декор я показывала вам в прошлых видео. Ссылки на все товары дам в описании под этим видео. Весь декор я приклеиваю на полимерный клей, перелитый для удобства работы в шприц без иглы. Верхушку посоха я сделала из елочной игрушки, купленной в Ашане, но похожие есть и в фикс-прайсе. Посох раскрашиваю серой краской, а сверху наношу перламутр. С помощью трафарета, кисточки спонжа и белой акриловой краски делаю рисунок на шубе. Причем не стараюсь сделать рисунок четким и ярким, а пусть он выглядит так, как будто бы это узор из снега. Узоры на шубе я также дополнила стразами, приклеенными на полимерный клей. И на солнышке все эти узоры сияют и сверкают, что лишь еще больше подчеркивает сказочный образ Деда Мороза. Белым акриловым контуром добавила объема узору на шубе, а розовым хамелеоном нарисовала снежинки на мешке с подарками. Дедушка Мороз готов, и можно полюбоваться результатом. Пока я не успела покрыть дедушку лаком, но обязательно планирую это сделать. И если вы будете повторять мою переделку, то и вам я советую защитить свою работу акриловым лаком. Единственное, не покрывайте лаком стразы, иначе они перестанут так сверкать.
Я очень довольна проделанной работой, тем более, что я очень давно хотела приобрести подобного Деда Мороза, но то, что предлагалось в магазинах, меня совершенно не устраивало. Мне хотелось именно Деда Мороза, а не Санта-Клауса, и хотелось именно прочную фигуру, а не подобие мягкой игрушки. А этот Дед Мороз именно тот, которого я и хотела. Так что, если вы задумывались о переделке советских дедушек, но не решались, то, надеюсь, этот мастер-класс вас вдохновил и воодушевил. Ну а на этом у меня на сегодня все. Как всегда, буду очень рада лайкам и комментариям, а я желаю вам всем волшебного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!